Глава 4. Дон Хуан редко говорил открыто о мескалите. Всякий раз, когда затрагивалась эта тема, я спрашивал, почему он ее избегает. Отвечать он отказывался, но всегда говорил о мескалите как раз достаточно, чтобы укрепить во мне впечатление его антропоморфности. В передаче Дона Хуана мескалита был мужского рода не только благодаря соответствующему окончанию, которое свойственно словам мужского рода в испанском языке, но и благодаря его неизменному статусу защитника и учителя. Такие характеристики лишь подтверждались при всяком новом разговоре. Воскресенье, 24 декабря 1961 года. Трава дьявола никогда никого не защищала. Ее назначение – давать силу, и не более того. Мескалита, напротив, великодушен, как дитя. Но ты же говорил, что он бывает устрашающий. Конечно, он устрашающий. Но с тем, кто ему вверяется, он благороден и добр. Из чего видно, что он добр? Он защитник и учитель. Каким же образом он защищает? Ты всегда можешь держать его при себе, а он будет следить, чтобы с тобой ничего не случилось плохого. Как это держать при себе? В мешочке под рукой или на шее. Ты носишь его с собой? Нет, потому что у меня есть союзник, но другие обычно носят. Чему же он учит? Правильно жить. А как он учит? Он показывает разные вещи и говорит, что есть что. Как? Сам увидишь. Вторник, 30 января 1962 года. Что ты видишь, когда мескалита берет тебя с собой, Дон Хуан? Такие вещи так просто не рассказывают. Этого я не могу тебе рассказать. Если ты расскажешь, с тобой что-нибудь случится? Мескалита защитник добрый, благородный защитник, но это не значит, что с ним можно шутить. Именно потому, что он добрый защитник, он может быть воплощением ужаса для тех, кто ему не нравится. Я и не думал шутить, я просто хотел бы знать, что он показывает другим и что с ними делает. Я ведь описал тебе все, что со мной было. С тобой другое дело. Возможно, потому что тебе неизвестны его пути. Приходится учить тебя этому, совершенно так же, как учат ребенка. Сколько еще мне предстоит учиться? Пока он сам по себе не начнет приобретать для тебя смысл. А потом? Потом сам все поймешь. Тебе больше не понадобится ничего мне рассказывать. Можешь ли ты мне рассказать, куда тебя берет мескалита? Я не могу говорить об этом. Я только хочу знать, существует ли какой-нибудь другой мир, куда он берет людей. Существует. Это рай? Он берет тебя сквозь небо. То есть, я хочу сказать, это не те небеса, где Бог. Ты говоришь чушь. Я не знаю, где Бог. Мескалита – это Бог. Единый Бог или один из богов? Он просто защитник и учитель. Он – сила. Он что, сила внутри нас? Нет. Мескалита не имеет с нами ничего общего. Он вне нас. Но тогда каждый, кто принимает мескалита, должен видеть его так же, как остальные. Ничего подобного. Для каждого он другой. Четверг, 19 апреля 1962 года. Почему ты не расскажешь мне побольше о мескалите, Дон Хуан? Нечего рассказывать. Но существует же, наверное, тысячи вещей, которые не мешало бы узнать, прежде чем я снова с ним встречусь. Нет. Я думаю, в твоем случае нет ничего такого, что тебе следовало бы знать. Я говорил уже, он с каждым другой. Я понял, но все же хотелось бы знать, что обычно при встрече с ним испытывают. Суждение тех, кто о нем болтает, немногого стоит. Сам увидишь, какое-то время и ты будешь молоть о нем языком, но вскоре тебе это надоест. А ты не мог бы все-таки рассказать мне о своем первом опыте? Зачем? Тогда я знал бы, как себя вести с мескалита.
Ты уже знаешь больше меня. Ты в самом деле играл с ним, как нетрудно в это поверить. Когда-нибудь ты убедишься, как добр был к тебе защитник. В тот первый раз, не сомневаюсь, он сказал тебе великое множество вещей, но ты был глух и слеп. Суббота, 14 апреля 1962 года. Когда мескалита показывает себя, он может принимать любую форму? Да, любую. В таком случае, какие, по-твоему, наиболее обычные? Обычных нет. Ты хочешь сказать, что он является в любой форме даже тем, кто хорошо с ним знаком? Нет. В любой форме он является тем, которые с ним знакомы лишь недавно. Но для тех, кто давно его знает, он всегда постоянен. Каким образом постоянен? Он является им иногда как человек, вроде нас с тобой, иногда как свет. Мескалита когда-нибудь изменяет свою постоянную форму с теми, кто хорошо его знает? Я этого не знаю. Пятница, 6 июля 1962 года. К вечеру 23 июня мы отправились в поход, как сказал Дон Хуан, поискать грибочки в штате Чиуауа. Он предупредил, что поход будет длительным и нелегким. Так оно и вышло. В 10 вечера мы прибыли в небольшой шахтерский городок на севере штата. От улицы, где я поставил машину, мы пошли на окраину, к дому его друзей, индейца племени Тараумара и его жены. И там заночевали. Часов в 5 утра нас разбудил хозяин, который принес кашу и бобы. Пока мы ели, он говорил с Доном Хуаном, но о нашем путешествии не сказал ни слова. После завтрака хозяин наполнил водой мою флягу и положил мне в рюкзак пару булок. Дон Хуан флягу сунул мне, рюкзак приладил поудобней у себя на спине, поблагодарил хозяина и, повернувшись ко мне, сказал: «Ну, пошли». Около мили мы шли по грунтовой дороге, потом свернули в поле и через 2 часа были у подножия гор, к югу от города. Мы начали подниматься по пологому склону, двигаясь на запад, когда склоны стали круче. Дон Хуан сменил направление, и мы пошли на плато на восток. Несмотря на преклонный возраст, Дон Хуан шагал с такой скоростью, что к полудню я полностью выдохся. Мы сделали привал, и он достал продукты. «Если хочешь, можешь все съесть», — сказал он. «А ты?» «Я не голоден, а позже эта еда не понадобится». Я очень устал и проголодался, поэтому не спорил. Я решил, что сейчас самое время узнать наконец о цели путешествия, и как бы невзначай спросил: «Как по твоим расчетам, мы здесь надолго?» «Мы пришли сюда, чтобы собрать немного мескалита, и пробудем здесь до завтра». «Где мескалит?» «Да кругом». Вокруг было полно кактусов разных видов, но пейоты я среди них не заметил. Мы снова отправились в путь и к 3 пополудни оказались в длинной узкой долине среди крутых склонов. Мысль о том, что я, может, вот-вот найду пейот, который я никогда не видел в его природной среде, вызывала во мне необычайное возбуждение. Мы вошли в долину и прошли около 400 футов, когда я вдруг заметил 3 несомненных пейота. Целое семейство слева от тропы, поднимавшейся над землей на несколько дюймов. Выглядели они как круглые мясистые зеленые розы. Я бросился к ним, крикнув Дону Хуану. Он точно не слышал и продолжал шагать, уходя все дальше. Я понял, что допустил оплошность, и весь остаток дня мы шли в молчании, медленно передвигаясь по плоской равнине, усеянной мелкими острыми камнями. Шли среди кактусов, вспугивая полчища ящериц, а иногда одинокую птицу. Я без звука миновал не менее дюжины кактусов пейота. К 6 вечера мы были у подножия гор на краю долины. Мы забрались на скалистый уступ. Дон Хуан сбросил рюкзак и сел. Я опять проголодался, но еды больше не было. Я предложил собрать мескалита и вернуться.
Он поморщился и неодобрительно щелкнул языком. Потом сказал, что здесь мы останемся на ночь. Мы спокойно сидели. Слева была скала, а справа оставшаяся позади нас долина. Она тянулась довольно далеко. И отсюда было видно, что она шире и не такая плоская, как я думал, а кроме того, оказалось, что в ней полно небольших холмов и впадин. «Завтра двинемся обратно», — сказал Дон Хуан, не глядя на меня и указывая на долину. «На обратном пути мы будем его собирать. То есть подбирать его мы будем только когда он окажется прямо на нашем пути. Это он будет находить нас и никак иначе. Если захочет, он нас найдет». Дон Хуан прислонился к скале и, отвернувшись, продолжал говорить так, будто кроме нас здесь был еще кто-то. «Еще одно. Брать его буду только я. Ты будешь нести рюкзак или, может быть, просто идти впереди, пока не знаю. Но только на этот раз ты не будешь вопить и на него указывать, как это устроил сегодня. Прости, Дон Хуан. Ладно, ты не знал. Твой бенефактор учил тебя всему этому амискалита? Нет. О нем меня никто не учил. Меня учил сам защитник. Так что, мескалита — это что-то вроде человека, с которым можно поговорить? Нет. Как же он тогда учит? Некоторое время он молчал. Помнишь, что было, когда ты с ним играл? Ты ведь понимал его, верно? Да, понимал. Вот так он и учит. Тогда ты этого не знал. Но если бы ты был к нему внимательней, он говорил бы с тобой. Когда? Когда ты впервые его увидел. Его явно раздражали мои расспросы. Я сказал, что мне приходится расспрашивать, так как я хочу знать, по возможности, все. «Спрашивай не меня», — мрачно улыбнулся он. «Спрашивай его. В следующий раз, когда ты его увидишь, спроси обо всем, что пожелаешь». Значит, все-таки мескалита в самом деле кто-то вроде собеседника. Но, не дав мне закончить, он отвернулся, взял флягу, спустился со скалы и скрылся. Мне не хотелось оставаться здесь одному. И хотя он меня не звал, я отправился следом. Мы прошли около 500 футов к небольшому ручью. Он умылся и наполнил флягу. Потом прополоскал рот, но не пил. Я зачерпнул воды и хотел напиться, но он меня остановил, сказав, что пить не обязательно. Он сунул мне флягу и пошел обратно. Вернувшись на место, мы опять уселись лицом к долине, спиной к скале. Я спросил, не развести ли костер. Его реакция была, как на вопрос, совершенно нелепой. Этой ночью мы в гостях у мескалита, и защитник позаботится, чтобы нам было тепло. Уже совсем стемнело. Дон Хуан достал 2 тонких хлопчатобумажных одеяла, одно из них бросил мне на колени и сел, скрестив ноги, накинув другое себе на плечи. Долина внизу скрылась во тьме, и края ее тоже таяли в сумерках. Дон Хуан сидел неподвижно, лицом к долине. Ровный ветер дул мне в лицо. «Сумерки — трещина между мирами», — не поворачиваясь ко мне, тихо сказал он. Я не переспрашивал. У меня устали глаза. Настроение вдруг стало приподнятым. Почему-то неудержимо хотелось плакать. Я лег ничком. Лежать на твердом камне было страшно неудобно, и каждые несколько минут приходилось менять положение. Наконец я сел, тоже скрестив ноги и накинув одеяло на плечи. Как ни странно, эта поза оказалась чрезвычайно удобной, и я заснул. Проснулся я от того, что Дон Хуан мне что-то говорил. Было очень темно, и я едва мог различить его силуэт. Я не разобрал, что он говорит, но последовал за ним, когда он начал спускаться с уступа. В темноте мы, во всяком случае я, двигались очень осторожно, пока не остановились у подножия скалистого склона. Дон Хуан сел и знаком велел сесть слева от него. Он расстегнул рубашку, достал кожаный мешочек и, открыв его, положил перед собой. В мешочке было несколько сушеных батончиков пейота. После долгой паузы он взял один батончик, он держал его в правой руке
потирая между большим и указательным пальцами, и тихо пел, когда вдруг совершенно внезапно издал оглушительный крик. «Ай!» Это было до того неожиданно и жутко, что я оторопел от страха. В полумраке я видел, как он поднес батончик к рту и начал его жевать. Через минуту он поднял мешочек, протянул мне и шепотом велел взять мескалита. Затем положить мешочек на прежнее место и делать все в точности, как он. Я взял батончик и потер его, как это делал Дон Хуан. Он тем временем пел, раскачиваясь взад-вперед. Несколько раз я подносил батончик к рту, но меня как-то останавливала эта необходимость вопить. Затем, словно во сне, из меня вырвался неистовый вопль. «Ай!» На мгновение мне показалось, что это крикнул кто-то другой. Нервное потрясение опять отозвалось спазмами в желудке. Я падал назад, теряя сознание. Я положил батончик в рот и начал его жевать. Через какое-то время Дон Хуан достал из мешочка другой батончик. Я с облегчением увидел, как после короткой песни он отправил его себе в рот. Он передал мешочек мне, и я, взяв следующий батончик, вернул мешочек ему. И это повторилось 5 раз, пока я заметил призраки жажды. Я поднял флягу, чтобы напиться, но Дон Хуан сказал, чтобы я не пил, а только прополоскал рот, иначе меня вырвет. Я несколько раз тщательно прополоскал рот. В какое-то мгновение жажда стала ужасным искушением, и я проглотил немного воды. В желудке тотчас начались спазмы. Я ожидал безболезненного и свободного извержения, как при первом опыте с пейотом, но, к моему удивлению, сопровождающие рвоту ощущения были обычными. Скоро она прекратилась. Дон Хуан, взяв еще батончик, сунул мешочек мне, и цикл повторился, пока я не сживал 14 батончиков. К этому времени исчезло всякое ощущение жажды, холода и неудобства. Напротив, я ощущал необычное тепло и возбуждение. Я взял флягу, чтобы прополоскать рот, но она была пустой. «Может, сходим к ручью, Дон Хуан?» Звук голоса не вышел изо рта, а отразился от неба в гортань и эхом катался туда и обратно. Эхо было тихим и музыкальным. Казалось, его крылья ласкающими прикосновениями шелестят у меня в горле. Я следил за ними, пока все не стихло. Я повторил вопрос. Голос был как из погреба. Дон Хуан не ответил. Я встал и направился к ручью. Я обернулся, чтобы посмотреть, не идет ли Дон Хуан за мной, но он, казалось, к чему-то внимательно прислушивался. Он сделал рукой повелительный жест «Замри». «Абутоу», так мне послышалось. «Здесь», — сказал он. Раньше я ни разу не слышал этого слова и хотел переспросить, что он сказал, когда услышал звук, похожий на звон в ушах. Звук становился все громче, пока не превратился в рев. На несколько мгновений рев стал нестерпимым, а затем постепенно стих, и наступила полная тишина. Мощь и глубина звука устрашили меня до полусмерти. Я так трясся, что едва держался на ногах, и все же мысли оставались совершенно ясными. Если еще недавно хотелось спать, то теперь весь сон как ветром сдуло, и пришла абсолютная ясность. Звук напомнил мне научно-фантастический фильм, в котором гигантская пчела, издавая гул крыльями, вылетает из зоны атомной радиации. От этой мысли я засмеялся. Я увидел Дона Хуана, который вновь откинулся спиной к скале. Тут опять вернулся образ гигантской пчелы. Образ был более реальным, чем обычные мысли. Он был совершенно самостоятельным и осязаемым. Все остальное исчезло. Это беспрецедентное состояние ясности вызвало новый приступ страха. Меня прошиб пот. Я наклонился к Дону Хуану, пытаясь сказать ему, что мне страшно. Его лицо было от меня в нескольких дюймах. Он смотрел на меня,
но его глаза были глазами пчелы, круглыми очками, светящимися во тьме, собственным светом, а его вытянутые хоботком губы издавали прерывистый звук. «Пету, пету». Я отпрянул, едва не разбившись о скалу за спиной. Невыносимый ужас, который я испытал, длился, казалось, вечность. Я задыхался и скулил. Под жестким панцирем заерзал на коже. Затем до меня дошел голос Дона Хуана. «Очнись, шевелись, да очнись же!» Все рассеялось, и я вновь видел его знакомое лицо. «Я принесу воды», — после очередной бесконечной паузы сказал я. Голос сорвался. Я с трудом выговаривал слова. Он кивнул. По пути я поймал себя на том, что страх исчез так же быстро и загадочно, как и появился. Приближаясь к ручью, я заметил, что вижу на пути каждый камешек. До меня дошло, что только что я ясно видел Дона Хуана, тогда как совсем недавно с трудом различал его силуэт. Я остановился и посмотрел вдаль. Я мог видеть даже противоположную сторону долины. Там совершенно отчетливо виднелись отдельные валуны. Я подумал, что, наверное, уже светает, и, стало быть, я выпал из времени. Я взглянул на часы. 10 минут 12-го. Я поднес часы к уху. Они шли. Сейчас не мог быть полдень. Значит, сейчас полночь. Я решил зачерпнуть из ручья воды и вернуться к Дону Хуану, но увидел, что он спускается, и подождал его. Я сообщил ему, что вижу в темноте. Он долго молча смотрел на меня, хотя, может быть, мне просто показалось, что он молчит. Я был поглощен своей чудесной способностью видеть в темноте. Я мог различить мельчайшие песчинки. Временами все было так ясно, что казалось, сейчас утренняя или вечерняя заря. Потом вновь темнело и вновь светлело. Вскоре я понял, что яркость совпадает с расширением сердца, а темнота с сокращением. В соответствии с каждым ударом сердца мир становился ярче или темнее. Меня полностью захватило это открытие, когда вновь появился прежний странный звук. Я сразу весь напрягся. «Ануктал», так мне послышалось на этот раз. «Здесь», — сказал Дон Хуан. Звук был таким громоподобным, что все остальное потеряло значение. Когда он стих, я заметил, что уровень воды в ручье значительно поднялся. Ручей, который минуту назад был шириной в ладонь, превратился в громадное озеро. Откуда-то сверху на его поверхность лился свет, как бы сверкающий сквозь густую листву. Время от времени вода на мгновение вспыхивала золотыми и черными искрами и вновь погружалась во тьму, но и во тьме ощущалось ее таинственное присутствие. Не помню, как долго я оставался на берегу Черного озера, сидя на корточках и наблюдая. Рев, должно быть, на то время утих, потому что именно он вернул меня к реальности. Я оглянулся в поисках Дона Хуана и увидел, как он вскарабкался и исчез за уступом. Однако одиночество меня совсем не испугало. Я остался сидеть на корточках, предоставленный самому себе и не испытывая никакой тревоги. Вновь послышался рев, мощный, как гул ураганного ветра. Внимательно прислушавшись к нему, можно было уловить определенную мелодию. Она состояла из высоких звуков, напоминавших человеческие голоса, в сопровождении басового барабана. Я весь ушел в мелодию и вновь заметил, что ритм барабана и рисунок мелодии совпадают с сокращениями сердца. Я встал, и музыка прекратилась. Я попытался различить удары сердца, но ничего не услышал. Я снова сел на корточки, думая, что, может быть, именно поэтому возникли звуки. Но ничего не случилось. Я решил, что хватит, но когда поднялся, собравшись уходить, то почувствовал толчки под ногами. Земля тряслась. Я терял равновесие. Я упал на спину и лежал ничком, пока земля уходила в тартарары. Я попытался ухватиться за какой-нибудь куст, но подо мной все скользило. Я вскочил, секунду стоял и опять свалился. Земля подо мной двигалась, съезжая в воду, как плот. Я оставался без движения,
парализованный абсолютным ужасом, столь же беспрецедентным, как все происходившее. Я двигался через воды Черного озера, вцепившись в клочок почвы, похожий на земляное бревно. Я смутно чувствовал, что течение увлекает меня на юг. Я видел, как вокруг струятся и завихряются потоки, омывавшей островок воды. На ощупь вода была холодной и странно тяжелой. Казалось, что она живая. Не было даже признаков берега или чего-нибудь в этом роде, и я не помню, что думал и испытывал во время этого путешествия. Прошли, казалось, долгие часы, когда плот подо мной сделал под прямым углом поворот налево. Скольжение длилось очень недолго, и неожиданно плот на что-то наткнулся. Инерция швырнула меня вперед. Я закрыл глаза и почувствовал от удара о землю острую боль в коленях и вытянутых руках. Через секунду я открыл глаза. Я лежал на земле. Похоже было, что мое земляное бревно врезалось в берег и слилось с ним. Я сел и оглянулся. Вода отступала. Она двигалась назад, как откатывающаяся волна, пока не исчезла. Я долго сидел, пытаясь собраться с мыслями и хоть как-то разобраться в том, что же произошло. Все тело ныло. Горло стало открытой раной, когда я приземлялся, то прокусил себе губы. Я встал. Ветер напомнил, что я замерз. Одежда была мокрой насквозь. Руки, челюсти и колени так тряслись, что пришлось снова лечь. Капли пота затекли в глаза и жгли их так, что я чуть не взвыл от боли. Со временем я как-то восстановил внутреннее равновесие и поднялся. В густых сумерках был ясно виден пейзаж. Я сделал пару шагов. До меня донесся отчетливый звук множества человеческих голосов. Казалось, они о чем-то громко спорят. Я пошел на звук. Я прошел примерно 50 метров и вдруг остановился. Впереди был тупик. Место, где я оказался, напоминало загон для скота, образованный из огромных валунов. За ним виднелся еще ряд валунов, затем еще и еще. И так вплоть до отвесного склона. Это откуда-то оттуда доносилась удивительная музыка, непрерывный жуткий поток сверхъестественных звуков. Под одним из валунов я увидел в профиль человека, сидевшего на земле. Я приблизился к нему до расстояния в 3 метра. Тут он повернул голову и взглянул на меня. Я замер. Его глаза были водой, которую я только что видел. Они были также необъятны и сверкали теми же золотистыми и черными искрами. Его голова была заостренной, как ягода клубники, кожа зеленой, усеянной множеством бородавок. За исключением заостренной формы, голова была в точности как поверхность пиота. Я стоял перед ним, не в силах отвести глаз. Было такое чувство, будто он умышленно давит мне на грудь своим взглядом. Я задыхался. Я потерял равновесие и упал. Его глаза отвернулись. Я услышал, что он говорит со мной. Сначала голос был как тихий шелест ветра. Затем он превратился в музыку, в мелодию голосов. И я знал, что сама мелодия говорит: «Чего ты хочешь?». Я упал перед ним на колени и стал рассказывать о своей жизни. Потом заплакал. Он вновь взглянул на меня. Я почувствовал, что его глаза меня отталкивают, и подумал, что пришла смерть. Он сделал знак подойти поближе. Заколебавшись на мгновение, я сделал шаг вперед. Когда я приблизился, он отвел взгляд и показал тыльную сторону ладони. Мелодия сказала: «Смотри». Посреди ладони было круглое отверстие. «Смотри», — вновь сказала мелодия. Я посмотрел на отверстие и увидел самого себя. Я был очень старым и слабым и бежал от настигавшей меня погони, а вокруг носились яркие искры. Затем 3 попали в меня, 2 в голову и 1 в левое плечо. Фигурка в круглом отверстии секунду стояла, потом выпрямилась совершенно вертикально
и исчезла вместе с отверстием. Мескалита вновь обратил на меня свой взгляд. Его глаза были так близко, что я услышал, как они тихо гремят тем самым непонятным звуком, которого я наслышался за эту ночь. Постепенно глаза стали спокойными, пока не превратились в озерную гладь, мерцающую золотыми и черными искрами. Он опять отвел глаза и вдруг отпрыгнул, легко, как кузнечик, на добрых 50 метров. Он прыгнул еще раз и исчез. Потом, помню, я пошел. Напрягая сознание, я пытался распознать ориентиры. К примеру, горы вдали. Все, что я пережил, совершенно исчерпало мои умственные силы, но я смутно соображал, что север должен быть где-то слева. Я долго шел, пока спохватился, что уже день и что я уже не использую свое ночное видение. Я вспомнил, что у меня есть часы, и посмотрел на циферблат. Часы показывали 8 утра. Было около 10, когда я добрался до уступа с нашей стоянкой. Дон Хуан лежал на земле и спал. «Ты где был?» – спросил он. Я сел перевести дыхание. После долгого молчания он спросил: «Видел его?» Я начал рассказывать ему все с самого начала. Но он меня прервал и сказал: «Важно лишь одно – видел ли я его?» Он спросил, как близко от меня был Мескалит. Я сказал, что почти его касался. Дон Хуан сразу оживился и на этот раз внимательно выслушал все в деталях, уточняя мой рассказ лишь вопросами насчет формы существа, которое я видел, его характера и прочего. Было уже около полудня, когда он, видимо, узнал от меня все, что нужно. Он поднялся и привязал мне на грудь холщовый мешок. Он велел идти за ним и сказал, что будет срезать Мескалита и передавать мне, а я должен буду осторожно укладывать их в мешок. Мы попили немного воды и двинулись в путь. Когда мы достигли края долины, он, похоже, секунду раздумывал, в каком направлении идти, а затем мы уже шли все время по прямой. Каждый раз, как мы подходили к побегам пейота, он склонялся над ними и с крайней осторожностью срезал побеги своим коротким ножом с зубчатым лезвием. Срез он делал вровень с землей и затем посыпал рану, как он ее называл, очищенной серой, которую нес в кожаном мешке. Батончик кактуса он держал в левой руке, а срез посыпал правой. Потом поднимался и передавал мне батончик, который я, по его указанию, брал обеими руками и клал в мешок. «Стой прямо и следи, чтобы мешок не коснулся земли или кустов, или еще чего-нибудь», — то и дело повторял он, словно опасаясь, что я забуду. Мы собрали 65 батончиков. Когда мешок был полон, Дон Хуан закинул его мне на спину, а на грудь повесил другой. Под конец, когда мы пересекли долину, у нас было уже 2 полных мешка, а в них 110 батончиков пейота. Мешки были такие тяжелые и громоздкие, что я едва плелся. Дон Хуан прошептал мне на ухо: «Мешки потому такие тяжелые, что Мескалита хочет вернуться к земле. Мескалита такой тяжелый от печали при расставании со своей родиной. Моя задача, чтобы мешки ни в коем случае не коснулись земли, иначе Мескалиту уже никогда не дастся мне в руки». В какое-то мгновение давление лямок на плечи стало невыносимым. Что-то с чудовищной силой пригибало меня к земле. Меня охватило страшное предчувствие. Я заметил, что ускоряю шаг, почти бегу. Можно сказать, я трусцой несся за Доном Хуаном. Вдруг тяжесть на спине и груди исчезла. Ноша стала легкой, точно в мешках была губка. Я едва не налетел на Дона Хуана и сказал ему, что больше не чувствую тяжести. «Ясное дело», — обронил он, — «мы ведь вышли из владения Мескалита». Вторник, 3 июля 1962 года.
«Ну, кажется, Мескалита тебя почти принял», — сказал Дон Хуан. «Почему почти?» «Он тебя не убил и не нанес тебе никакого вреда. Положим, он тебя порядком напугал, так ведь в этом нет ничего плохого. Если бы он вообще тебя не принял, то явился бы тебе полным ярости чудовищем. Некоторым довелось испытать всю глубину ужаса при встрече с ним, когда он их отверг. Если он так устрашающий, то почему ты ничего об этом не сказал, прежде чем повести туда к нему? У тебя нет мужества для намеренной встречи с ним. Я решил, что тебе лучше не знать. Но я же мог умереть. Мог. Но я был уверен, что все обойдется. Он ведь уже играл с тобой и не сделал тебе ничего плохого. Я решил, что и на этот раз он будет к тебе расположен. Я спросил его, почему он так уверен в том, что Мескалита ко мне расположен. Мой опыт был устрашающим. Не понимаю, как я не умер от страха. Дон Хуан ответил, что Мескалита был со мной сама доброта. Он показал мне картинку, которая была ответом на вопрос. «Мескалита, — сказал Дон Хуан, — дал тебе урок». Я спросил, что это за урок и что он означает. Он ответил, что на такой вопрос ответить невозможно, потому что я был слишком испуган, чтобы точно знать, о чем спрашивать у Мескалита. Дон Хуан велел мне в точности вспомнить, что я сказал Мескалита перед тем, как он показал мне картинку на ладони. Но я не мог вспомнить. Я помнил только, что упал на колени и начал ему исповедоваться. Дону Хуану, похоже, этот разговор надоел. Я спросил, «Можешь ты меня научить словам песни, которую пел?» «Нет, не могу. Это моя собственная песня, ей меня обучил сам защитник. Это мои песни. Я не могу рассказать тебе, что они такое». «Почему не можешь?» «Потому что эти песни — связь между мной и защитником. Я уверен, когда-нибудь он научит тебя твоим собственным песням. Подожди до тех пор и никогда не копируй песни, которые принадлежат другому, и не спрашивай о них. А что это за имя, которое ты назвал? Хоть это ты можешь мне сказать?» «Нет. Его имя никогда не должно упоминаться, его произносят только когда зовут его». «А если я сам захочу позвать его?» «Если когда-нибудь он примет тебя, то скажет тебе свое имя. Это имя будет только для тебя одного, чтобы громко звать его или спокойно произносить про себя. Как знать, может он скажет, что его зовут Хосе. Почему нельзя упоминать его имени? Ты что, не видел его глаза? С защитником шутки плохи. Вот почему я придаю такое значение тому, что он играл с тобой. Какой же он защитник, если он может кому-то причинить вред? Ответ очень прост. Мескалита – защитник, потому что доступен каждому, кто его ищет. Но ведь все в мире доступно каждому, кто ищет. Разве не так? Нет, не так. Силы союзников доступны только Брухо, а к Мескалита может приобщиться каждый. Но почему же тогда он некоторым приносит вред? Те, кому он приносит вред, не любят Мескалита и, однако, ищут его в надежде что-нибудь получить без особых трудов. Естественно, что для таких людей встреча всегда ужасна. Что происходит, когда он полностью принимает человека? Он является ему как человек или как свет. Когда человек, наконец, заслужит это, Мескалита становится постоянным. Он больше не меняется. Может быть, когда ты вновь встретишься с ним, он будет светом. И однажды даже возьмет тебя в полет и откроет тебе все свои тайны. Что мне нужно делать, чтобы достичь этого, Дон Хуан? Тебе надо быть сильным человеком, и твоя жизнь должна быть правильной. Что такое правильная жизнь? Жизнь, прожитая в полном сознании и с полной ответственностью, хорошая, сильная жизнь.